Костер. Что может быть лучше? В древности костры охраняли наших далеких предков от хищников, от холода и от голода. Потому что еще в каменном веке, давным-давно, люди научились жарить, варить, запекать пищу. В другие времена, во время походов, воины, казаки варили себе обеды, ужины на кострах. Тот же самый кулеш, тот же самый шулюм. И все было хорошо. И сейчас мы, потомки тех людей, которые в старину не знали, что такое системы центрального отопления, газовое отопление, тоже сидим с казаками, греемся у костра. А еще несколько наших казаков поехали в объезд территории. Мы тут дежурим на одном объекте, охраняем озера, чтобы никакой супостат на них не влез и незаконно рыбу не ловил. И вот мы с одним казаком, с Максимом, сидим у костра, поддерживаем пламя ровное, чтобы оно горело до утра, и следим за территорией, пока другие люди поехали в объезд озер, потому что территория очень большая, надо все проверить, и поэтому здесь несколько человек, чтобы, как говорится, было все спокойно и нормально. Такие вот дела. Костры наше все. И красиво, и тот же чай можно нагреть, кофе. Да, в конце концов, шашлык какой-нибудь пожарить. Ну а сейчас он просто горит, обогревает. Ну и немножко территорию освещает, чтобы кто будет ехать сюда, казаки, не заплутали в темноте. А так костер издали видно. Такие дела, народ. Всем пока-пока, доброй ночи.